Здравствуйте, меня зовут Лариса Ильинская, и сегодня я предлагаю поговорить о здоровье и красоте наших ног. Ноги – это одно из главных украшений любой женщины. Каждый из нас хотелось бы, чтобы ноги как можно дольше время оставались гладкими, стройными, красивыми, без каких-либо узлов венозных, без каких-либо сосудистых звездочек, которого рода мужчины. Как мы уже догадались, речь сегодня пойдет о варикозе, об этой проблеме, которая знакома практически каждой второй женщине, о профилактике варикоза и о всем, что связано с варикозом. Так, что же собой представляет варикоз и почему человечество страдает от этой болезни? Варикоз, можно сказать, что это своего рода плата человечества за прямоходящий образ жизни. Животные варикозом не страдают. Человек поднялся на задние конечности, передние конечности освободил, это ему очень помогает, но в то же время усиливалась нагрузка на ноги, усиливалось давление, которое оказывает на ноги, на наши вены, и брюшная полость. И мы понимаем все, что сердце качает кровь из ног по венам, и в это время мгновенно действует сила притяжения, сила гравитации, как мы ее называем. Все это препятствует движению крови в венах. Происходит застой. Все часто, особенно если у вас малоподвижный образ жизни и другие факторы. Варикоз в переводе с латыни означает узел, от слова варикс – узел. Что же происходит в наших венах во время застоя? Кровь застаивается, учитывая, что вены они расширяются, становятся, и происходят такие процессы, в которых поры расширяются в самых веновых стенах, и через эти поры выходит жидкая часть крови, это лимфа выходит в подкожную клетчатку, и таким образом происходит отек. Некрасивый синюшный цвет. Если вы чувствуете в конце дня тяжесть в ногах, боли в икрах, чувствуете, что обувь, которую вы одели утром, на была в порах, к вечеру она стала узкой, тесно, неудобной, это все говорит о том, что идет застой в венах, но если это пока происходит на внутренних венах, пока на наружных венах это еще никак не проверяется. Но необходимо проводить профилактику варикоза уже на этой стадии. Помимо того, что уходит отек жидкой части крови, выходит в вены, из вен попадает в подкожно-жировую клетчатку, происходит такой процесс, как свертывание крови, она становится более густой, и в венах образуется тромб. Вы понимаете сами, что тромб – это очень опасное явление для любого человека. Моментально происходит закупорка вен, и смерть мгновенно происходит. Поэтому медики так и называют. Варикоз – это болезнь, которая бьет по ногам, потом стреляет в сердце. Такая страшная болезнь, и с эстетической точки зрения неприятная, и своими последствиями страшная. Кто же входит в группу риска? Кому в первую очередь необходимо заниматься профилактикой варикоза? Во-первых, это люди, у которых мамы, бабушки страдали от варикоза. Варикоз не является врожденной болезнью, однако предрасположенность к варикозу есть. На 70% увеличивается риск заболевания варикозом. У человека, у которого наследственность есть склонность к варикозу, более слабые стенки вен, слабые клапаны вен. Также в группу риска входят люди, которые ведут малоподвижный образ жизни. Либо стоят везде на ногах, либо сидят в офисе, сидя с утра до вечера. Сердце не настолько сильный орган, не настолько мощный насос, чтобы самому перекачивать кровь вопреки силе гравитации, вопреки давлению брюшной полости из ног вверх по венам. Ему в этом очень сильно помогает сокращение мышц стопы, голени, бедра. Поэтому
предписания. Если этого не происходит, у вас мало подвижной по жизни, в основной части венах застаивается кровь. Также в группу риска входят люди, которые больше 2-3 раз в неделю носят высокие каблуки. Медики рекомендуют, чтобы высота каблука составляла не больше 4 сантиметров. Если ваш каблук уже 6 сантиметров, это уже риск для здоровья, а если он еще выше 10 сантиметров, представьте себе, его такие каблуки можно носить не более 1-2 раза в неделю, и то по 3-4 часа, не больше. Также в группу риска входят люди, которые принимают ранние контрацептивы, поскольку эти препараты снижают тонус вен. В группу риска входят также женщины, которые находятся в состоянии беременности, либо перенесли беременность, потому что во время беременности на 35% увеличится объем циркулирующей крови, меняется гормональный фон, тонус вен становится менее эластичным, и это также все способствует варикозу. Так что же делать, спросите? Как обезопасить свой организм от такой болезни, как варикоз? Профилактика, еще раз профилактика и лечение. Сеть аптек, официальная фармакология, конечно, предложит вам препарат гель Леотон 1000. Всем слышали о нем, буквально что вечер в интернете, на телевизионных каналах. Я вас немного разочарую, скажу, что гель Леотон 1000 имеет химический состав, представьте себе, проникает через кожу, остается в ваших тканях, вам не очень. Также огромное количество противопоказаний по применению этого препарата. Его нельзя применять беременным женщинам, нельзя применять людям, у которых проблемы с печенью, заболевания печени. Также нельзя принимать людям, у которых язва, почечная камень и так далее. Главное значение этого препарата – это уменьшает сворачивание струи, препятствует образованию фибры. Пожижает наш. Выход есть. И компания ЦМД предлагает нам фитогель, называется Солитон. Именно он помогает при борьбе с варикозом, при профилактике варикоза. Отлично снимает тяжесть нога, дает ногам легкость, состав компонентов 100% натуральный, это алтайские травы, которые фитогель пахнет приятно, поднимает настроение своим запахом, имеет нелипкую текстуру, быстро впитывается в кожу, можно носить даже на поверхность ног через колготки. Если будет тяжесть нога, возьмите в офисе и так далее. Что же собой представляет фитогель Солитон? Вот такая упаковка довольно большая, 125 мл, опять же, если сравнить с тем же Леотоном, Леотон по стоимости дороже и объемно, дороже на четверть меньше. Очень удобно убеждать своих клиентов в том, что стоит попробовать Леотон, именно в примере с Леотоном 1000. Как говорю, пахнет очень приятно. Что входит в состав фитогеля Солитон? Это комплекс из экстрактов трав, выращенных в экологически чистых районах Алтая. Основу фитогеля Солитон составляет конский каштан. Также входит экстракт тимьяна, экстракт ромашки аптечной, листьев мелисы виргинского, экстракт хмеля, экстракт красной морской водоросли. Каждый из этих компонентов работает очень продуктивно для профилактики варикоза, и вместе они усиливают свое действие, возникает так называемый эффект синергии. Часть компонентов усиливают эластичность наших вен, чтобы подкожная клетчатка как через сито не проходила через них. Часть компонентов, входящих в состав Солитон, усиливают эластичность и упругость наших вен, чтобы лимфа не проходила через вены в клетчатку.
Это компоненты, это конфи каштан, это розмарин, это красная морская водоросль, это листья гномикс гибридов. Также компоненты солитона способствуют тому, чтобы нормализовать сворачиваемость крови, чтобы препятствовать возникновению тромбов в наших венах. Это хмель, это конфи каштан. Ну и также компоненты, которые способствуют улучшению питания крови, улучшают обменные процессы в венах, препятствуют возникновению трофических язв, неприятного явления, которые могут сопровождаться легкостью. Это ромашка аптечная и это тимьян. Вот такой уникальный состав. Скажу сразу, что это один из самых продаваемых товаров компании Цемля, особенно в летний период. Входит в топ-10 самых продаваемых товаров. Цена довольно приемлемая, 88 рублей по каталогу. Как правильно применять солитон? Солитон наносим на очищенные ноги, вымытые ноги, от самых кончиков и до верха, до бедер. То есть мы не ограничиваемся нанесением только на больное место, либо только нанесением только до колена. Причем наносим на обе ноги, даже если у вас на одной ноге появляется варикоз, на второй стеклянной крови нет, все равно наносим на обе ноги. Делаем это просто утром, желательно вечером, ну, как, по крайней мере, вечером обязательно нанести солитон на ноги. Для профилактики варикоза. Курс рекомендуемый 2 месяца, но при необходимости этот курс можно продолжить. И при выраженном варикозе сосудистой звездочкой, которая, например, существует, при упаковке солитона, можете даже так провести эксперимент, сфотографировать свои ножки до применения солитона и после применения 3 упаковок солитона. Вы заметите это. Вены будут не так явно выражены, эти венозные звездочки тоже. Вот и все. Будьте здоровы, с красивыми ножками, без сосудистых звездочек. С вами была Лариса Ильинская. До скорых встреч.